Добрый день! В нашу компанию Level 80 Architects обратился заказчик, который купил участок в 15 соток с уже существующим домом. Что мы имели? Мы имели коробку с неплохими деревянными окнами, приятного серого цвета и, в общем-то, все. Участок хороший, с двух сторон лес, находится недалеко от города. И, в общем-то, наша задача была сделать хорошую архитектуру и комфортные планировочные решения для семьи, молодой семьи с ребенком. Мальчик 7 лет. Уникальность этого объекта заключается в том, что мы использовали облицовочный клинкерный кирпич, который очень красиво окрашен в массе. Было не просто найти его, но мы нашли. Укладывали мы кирпич на раствор, просто вкладки обычный раствор, а сверху была фуга, окрашенная в массе. Вот эти элементы заполняли уже фугой в массе целиком. Сложность всей этой детали заключалась в том, что нужно было подогнать кирпич вот размером в окно, также все аккуратно гидроизолировать, чтобы водичка выходила либо сюда, либо в вент-фасад, и вот сюда вот здесь вентилировалась, выходила через решеточки. Также сверху есть свободное пространство, куда уходит влага. Работая с клинкерным кирпичом антрацитового цвета, это наш любимый цвет, мы столкнулись с проблемой. Весь технологический процесс полностью был соблюден. Использовали вплоть до дистиллированной воды, чтобы не возникло высолов. Но вот посмотрите, здесь есть вот такая белесость. Как она появилась? Автополив, который вот здесь вот находится, просто уже после того, как объект сдан, начинается полив газона, вода попадает на фасад, и вот мы получаем вот эти высолы. Так что будьте аккуратны с использованием антрацитового клинкера и размещением автополива. Здесь у нас вент-фасад из лиственницы. Он крепится на скрытый крепеж. Состоит из модулей. Модуль состоит из 4 элементов разного размера. Очень аккуратно старались строители в стык вот здесь вот попадать в окно этими модулями. А также на солнечную сторону старались использовать лиственницу без смоляных мешков. Но все равно вот где-то они проникают наружу, но заказчик сказал, что ему нравится живой фасад, поэтому это не проблема. Также хочу уделить внимание вот этому обрамлению окна. Этот откос, он сделан из алюминиевых листов, нижний сантиметровый, там снизу прорезан капельник. Вот это 4 мм, очень красиво, четко смотрится и заполимерено на производстве. В целях экономии местами на фасаде мы использовали клинкерную плитку. Вот, например, здесь. По звуку слышно, что это клинкерная плитка. А вот здесь уже кирпичик. Почему? Потому что здесь у нас вентилируемый фасад легкий, а здесь мы добавили вот этот элемент. Он, естественно, утяжеляет фасад, поэтому этот фасад стоит на своем фундаменте. Заказчикам очень нравится это решение. Если посмотреть вот в ту сторону, то кирпичик потихонечку уменьшается, и ребенок заказчика любит лазить здесь. Хочу рассказать про проблемы, с которыми мы столкнулись, делая модернизацию этого дома. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это была бетонная подготовка, которая начала местами проваливаться. На 12 сантиметров, где-то больше, где-то меньше. Мы вскрыли ее, посмотрели, что лежал 15 сантиметров ПГС, а ниже плодородный грунт, что технологически неправильно. И мы стали перед вопросом, что нам с этим делать. Изымать этот грунт, либо придумать какое-то другое решение. Решение было найдено, оно оказалось более экономичным. Вместо того, чтобы замещать грунт, мы предложили свайное поле с монолитной плитой. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, это на этапе завершения отделочных работ зимой с потолка начало капать. Несмотря на то, что была выполнена дополнительная теплоизоляция, пароизоляция,
Мы не понимали, что произошло, почему появилась эта влага. После долгих поисков мы поняли, что проблема находится в отсутствии утепления в верхней части несущей стены. Строители вскрыли фальцевую кровлю, это было зимой, и выполнили там теплоизоляцию, пароизоляцию, полностью закрыли весь этот узел, что помогло нам справиться с проблемой образования конденсата. Помимо реконструкции дома, также мы запроектировали для заказчика баню с панорамным остеклением. Помимо сауны в бане есть уличная купель. Хозяин может со смартфона за 30 минут до того, как он приехал домой, наполнить ее горячей водой. Специально для этого объекта нами была разработана оригинальная входная группа. Калитка, ворота и почтовый ящик. Ворота со скоростным приводом открываются с пульта в 2 раза быстрее, чем стандартные. Калитка поворотная, имеет одну точку опоры. Калитка и ворота выполнены из профиля треугольного, а забор выполнен из прямоугольного профиля. Также у нас есть почтовый ящик, который имеет механическое открывание. Также работает с кнопки пульта. До встречи на наших уникальных объектах!